Всем привет, всем здравствуйте, мои любимые чудесные друзья, все любители астрологии и Таро. С вами Ольга Стелла, и сегодня у нас будет астрологический прогноз на неделю с 12 по 18 августа. Это у нас переломная неделя. На небе начинают появляться очень напряженные аспекты, и к концу недели станет совсем горячо, потому что у нас еще и произойдет полнолуние. Это будет очень напряженное, самое напряженное полнолуние в году, и оно произойдет уже 19 августа. Поэтому, конечно же, лучше подготовиться, знать все энергии дня на каждый день. И сегодня я вам все подробно расскажу. Это поможет вам лучше организовать свои дни, свои дела и получить лучшие результаты. Ведь когда мы идем с энергией Вселенной, с попутным ветром, когда мы знаем, какие энергии присутствуют каждый день, это значительно облегчает и выбор, и планирование своих дел. Тем более, что у нас, конечно же, идет и ретро-Меркурий в это же время. Поэтому будет много кармических моментов. И, мои дорогие друзья, все, кто еще не смотрел свои гороскопы на август, они уже есть на канале для всех знаков зодиака в отдельности. Также ссылочки на эти гороскопы найдете внизу под этим видео в инфобоксе. Прямо открывайте, там есть для каждого знака в отдельности и другая важная информация для вас. А для всех, кто хочет получить свои личные ключики от своего счастья, изобилия, удачи или заглянуть в будущее, то пишите на email, который вы видите сейчас на экране, и получите информацию по личным индивидуальным консультациям. Итак, мои дорогие друзья, что же у нас за неделя? Неделя подготовки к полнолунию, к проблемному, напряженному, можно сказать, роковому полнолунию, потому что будут решаться очень многие вопросы, и к тому же будут возвращаться ситуации, которые мы заложили еще в начале года. Полнолуние 18, 19, 20 августа – это будут очень напряженные дни, потому что у нас на небе практически будут только напряженные аспекты. Посмотрите обязательно ваш гороскоп на месяц. Я там очень подробно рассказала, что именно для вашего знака это может означать. А сейчас мы с вами будем планировать неделю и посмотрим, что же это будут за перемены, как лучше организовать свои дела, как лучше адаптироваться к такому повороту энергии, потому что до этого у нас энергии были очень хорошие. Уже 12 августа продолжается аспект Сатурн квадрат Юпитер, который соединяется с Марсом. И это травмоопасные аспекты, поэтому нужно быть крайне осторожными в движениях. Тем более, что Меркурий у нас ретроградный. А ретро-Меркурий – это невнимательность, это спешка. И все, что будет находиться под влиянием спешки, невнимательности, импульсивности, может привести к не самым лучшим последствиям. Поэтому 12 августа, дату я пишу под словом гороскоп, у нас понедельник. В понедельник у нас масса хороших аспектов. Это может быть прекрасный день для того, чтобы завершить все свои начатые дела, либо пересмотреть какие-либо планы. У нас ретроградный Меркурий, который будет очень сильно действовать в этот день. Поэтому будьте внимательны также с огнем, с острорежущими предметами и на дорогах. Конечно, если вы занимаетесь спортом, то это тоже день, когда лучше быть повнимательнее. Поэтому с самого утра очень хорошо наметить себе планы на то, чем вы будете заниматься. Когда у нас ретроградный Меркурий, лучше не планировать массу дел. Лучше запланировать пару дел, особенно с утра, когда вы полны энергии, в любое время, когда вы более полны энергии. И действовать медленно и очень осознанно и рассудительно. В принципе, для всех остальных дел или, допустим, для покупок на скидках, сейчас идут скидки, или для того, чтобы ввести какие-либо перемены в уже начатые дела, это хороший день. Это хороший день для работы, для того, чтобы плавно и не спеша завершить или доделать, или продвинуть какие-либо ваши дела, которыми вы занимаетесь.
Хороший день для того, чтобы тренироваться, тренировать свое настроение, свое спокойствие, потому что здесь мы уже начинаемся готовить к этому сложному полнолунию, готовиться. И, конечно, в этот день нужно и прислушиваться к себе, а также очень многие могут получить ответы. Ответы от каких-либо дел, которые вы начинали еще месяц назад, или документы, предложения, то есть все, что вы начинали за месяц до этого, либо дела, которые начинались в новолуние 4 августа, они могут здесь дать результат или ответы. И понедельник, 12 августа, хороший день для творчества, для саморазвития, для познания себя. Луна у нас находится в знаке Скорпион. А это значит, что все, чего мы очень сильно хотим, и то, что мы запланируем, будет легко совершить и сделать, соблюдая, конечно же, все меры безопасности. Еще квадрат Сатурн-Юпитер с Марсом могут давать, конечно же, конфликтные ситуации с людьми власти, либо с людьми, которые имеют какую-либо власть в вашей жизни. То есть это могут быть вышестоящие, либо старшие в роду. Поэтому, конечно же, это не неделя для выяснения с такими людьми отношений, либо разъяснения каких-либо противоречий. Это неделя для того, чтобы заниматься своими делами, доделать как можно больше всевозможных дел, которые вы начинали. Будут у нас хорошие, счастливые шансы тоже на этой неделе. Сейчас посмотрим. Ну вот понедельник лучше запланировать и сделать его как можно спокойнее. И, конечно же, у кого есть любимые, друзья, единомышленники, это всегда будет прекрасный момент или просто с ними поговорить, или встретиться. Поэтому, если вы замечаете, что у вас возникает какое-либо напряжение или дискомфорт, то, конечно, звоните своим любимым или друзьям, которые вас поддержат. К тому же вся эта неделя также хороша и для медитации, и для творческой активности, которые могут значительно забрать на себя вот такая деятельность, как творческая деятельность, медитации, либо обучение чему-либо. Они могут забрать на себя значительную долю негативной энергии, которая будет накапливаться к концу недели. Посмотрим дальше. У нас 13 августа, вторник. В этот день Луна у нас переходит в Стрелец, а значит день будет активным. К тому же Луна сделает прекрасные аспекты, которые помогут решить какие-либо нерешимые до этого вопросы. Конечно, это прекрасный день для работы с единомышленниками, для встречи с друзьями, поэтому от друзей можно ждать поддержку. Но также в этот день у нас будет, особенно первую половину дня, напряженный ретро-Меркурий. И он уже стоит на куспиде знака Девы и Лев, а значит будет здесь особенно сильным. Это говорит о том, что в этот день нужно быть особенно внимательным, если вы заполняете документы, если вы куда-то едете. Приготовьте все заранее, выезжайте заранее, потому что здесь может и техника зависать, и какие-то могут быть поломки техники, а также очень возможны ошибки из-за невнимательности. Поэтому если вы куда-то едете, билеты, документы, все это требует особого тщательного внимания. И, конечно же, тоже не рекомендуется спешить, как в принципе всю неделю. В этот день, если вы запланируете и будете действовать медленно, логично, то можете реализовать все свои планы. К тому же здесь очень вероятны неожиданные, но приятные знакомства с новыми людьми. Дальше у нас будет 14 августа, и это у нас уже среда. И это очень сильный энергетический день, вот когда переламывается энергия в более негативное такое направление, ну не то что негативное, напряженное. И, конечно, мы с вами будем работать с этим напряжением, но, во-первых, у нас здесь и ретро-Меркурий уже начинает переходить, возвращаться назад в знак Льва. Юпитер соединяется с Марсом. Это огромная энергия. Поэтому в этот день нужно быть особенно внимательным как на дорогах, так и на рабочем месте, и в доме, потому что Юпитер, Марс — это у нас огонь, это все, что жарко, все, что горит.
И такое напряжение может давать чувство подавленности или давления извне. Очень многие дела могут замедлиться в этот день. Да и в принципе нам всем неплохо здесь замедлиться и действовать более спокойно, осмотрительно. Зато день очень хороший для общения именно с друзьями, с любимыми, для планирования какого-либо будущего, для того, чтобы по этой энергии получить какой-то плюс, сделать что-то во благо себе. Этот день очень хорош для того, чтобы пересмотреть свои планы по ретро-Меркурию. И по вот этому соединению Марс-Юпитер, начиная уже с 14 августа, можно перезарядить, то есть начать заново какое-либо дело, попробовать еще раз сделать что-то, что не получилось, доделать, завершить, переделать. Если у вас есть какое-либо дело, которое вам кажется достаточно сложным, где нужно усилие, усердство, применение вашей энергетики, вашей силы ментальной, либо физической, и у вас это дело либо пошло не так, либо не получилось, то в этот день можно попробовать еще раз. Здесь именно такой кармический день, в который либо могут вернуться какие-либо дела и поставить вас перед фактом, что их нужно завершить, доделать, либо переделать, либо могут всплыть ошибки, особенно после 14 августа. А вот в этот день, если вы уже знаете, что вы хотите начать заново, допустим, заняться спортом, конечно, это нужно делать осторожно, но этот день как раз вы разрядите вот эту всю энергию и получите результат по ретро-Меркурию. Поэтому это день, чтобы что-то попробовать заново, медленно, осторожно, осознанно. Хороший день для обучения, хороший день для творчества, хороший день для общения с людьми, с кем давно не виделись. Ну и, конечно, неплохой день также для медитации, просто для отдыха, для прекрасного такого, знаете, легкого времяпровождения. Поэтому, кто в отпуске, скорее всего, этот день будет достаточно хорошим, если не входить, не провоцировать в конфликты и не спешить. Дальше у нас 15 августа, и здесь у нас четверг. Супер креативный день с огромным аспектом для невероятных совершенно разговоров, знакомств с новыми людьми, для получения новой информации совершенно. В то же время остается этот же наш сложный аспект Сатурн, Юпитер, Марс. Поэтому используйте его во благо себе. Наметьте себе дела, если их нужно запустить еще раз, переделать, доделать. Потому что здесь Меркурий возвращается у нас в знак Лев в этот день. И здесь, как говорится, назад в прошлое. Приехали назад в прошлое. Есть возвращение. В этот день могут появиться люди из прошлого. Или вы можете что-то вспоминать очень ярко из прошлого. Какие-либо проекты, приглашения, ситуации могут повторяться, которые у вас уже были. Конечно, если в прошлом вы совершили какие-либо ошибки, то они будут всплывать именно вот здесь, особенно после 14 августа. Но в то же время этот напряженный аспект будет давать энергию. То есть здесь очень важно не отчаиваться и знать, что есть, если вдруг всплывают какие-либо ошибки, либо вы видите, что результат не тот, который вы ожидали, то есть возможность здесь исправить или, по крайней мере, на этом аспекте вернуться к каким-либо делам и доработать их. Вообще день очень динамичный, хороший для, конечно же, запланированных дел, для творчества, для выступлений. Если вам нужно выступать где-то, презентации, выставки здесь пройдут хорошо в этот день. Ну а вечером будут более напряженные аспекты, Луна будет менять знак, поэтому к вечеру лучше запланируйте отдых и посмотрите хорошую комедию или что-то, что доставит вам удовольствие и расслабит в конце этого дня. Дальше у нас 16 августа, и это пятница, Луна перейдет в знак Козерога. Здесь у нас Луна растущая в Козероге требует по самым напряженным аспектам от нас здесь максимальной концентрации и
контроля своего настроения, своих эмоций, потому что уже здесь многие начнут чувствовать очень сильное такое эмоциональное давление со стороны обстоятельств, либо со стороны других людей. Конечно же, в этот день здесь с таким напряжением возникает еще более травмоопасная ситуация, поэтому нужно быть очень внимательными, избегать конфликтных ситуаций, не спешить. Могут быть поломки техники, могут быть задержки, может что-то зависать, что-то идти не так и замедляться. И здесь очень важно сохранять спокойствие. Так как периоды ретро-Меркурия и вообще всех личных планет Меркурия, Венера или Марс, когда ретроградны, они нам даются для того, чтобы замедлить ход. И этому тоже нужно научиться делать дела по мере их важности. Поэтому здесь, если у вас есть какие-либо дела, запланируйте только очень важные дела. Остальное пойдет само своим чередом. Хороший день в то же время для того, чтобы обучаться, для того, чтобы заниматься творчеством, для общения с друзьями, единомышленниками, для того, чтобы исправить что-либо, что не получилось когда-то. Венера в Деве будет значительно помогать всем нам в этот период. Поэтому если вы живете в порядке, планируете, то, конечно же, такая Венера, она будет благодарить и давать хорошие шансы. Также вообще распорядок дня, порядок, правильное питание на этой неделе, они будут давать еще и хорошее настроение, несмотря на все такие достаточно напряженные, эмоциональные, может быть, ситуации, аспекты. 16 августа могут быть неожиданные какие-то известия, неожиданные звонки, тоже от людей из прошлого, либо если есть какие-либо долги с кем-то, то эти люди могут объявиться. Поэтому в эти дни, конечно же, информации тоже будет поступать очень большой поток информации, могут объявиться какие-либо дела люди из прошлого, но также и приглашения для кого-то могут быть из прошлого. Допустим, это могут быть бывшие клиенты, бывшие работодатели. Вам могут предлагать сделать что-то снова или еще раз. Поэтому такого типа предложения вот они здесь начнут поступать, особенно к концу недели. И дальше у нас будет 17 августа, суббота. Здесь у нас Луна остается в Козероге. Дает возможность прекрасного отдыха, особенно на природе, либо занимаясь любимыми делами, для творчества, для любимых дел. Поэтому этот день, 17 августа, он для творчества, для любимых дел, для общения с природой, для того, чтобы слушать свою любимую музыку. И здесь мы начинаем чувствовать очень сильное напряжение, которое будет сгущаться к 19 числу, то есть к полнолунию. Тут могут всплывать и какие-либо ситуации из прошлого не очень приятные, всевозможные долги с другими людьми или разговоры, которые вы не закончили. Вдруг появится потребность их закончить, а ситуация не предполагает к тому, чтобы договориться. Поэтому учитывайте эти аспекты. В этот день также могут быть очень сильные предчувствия, либо у кого-то вещи сны, кармические подсказки, поэтому тоже обращайте на это внимание. Поэтому, конечно же, если говорить о субботе 17 августа, то, конечно, дела лучше тоже запланировать, сделать их в самое продуктивное для вас время, допустим, с утра, и к вечеру, конечно же, очень хорошо или побыть на природе, или если есть люди, с которыми вы в самых лучших отношениях. Вообще вот на это время, 17, 18 и после 20 очень хорошо запланировать время так, чтобы как можно меньше общаться с людьми, которых вы считаете для себя негативными. Потому что вы их будете чувствовать и сильно, и можете реагировать, потому что эмоций будет очень много. Поэтому здесь лучше минимум общения, чем больше общения и больше каких-то негативных эмоций, которые могут вызывать некоторые люди. Такой день можно даже прекрасно провести в уединении, в медитации, в занятии какими-либо своими любимыми делами или обучению, допустим, по интернету. Таким образом, такой день может пройти достаточно спокойно и с пользой. Дальше у нас 18
августа. 18 августа воскресенье. И здесь у нас полное напряжение. Венера напротив Сатурна. Тау-квадрат с Юпитером и Марсом. Ретро-Меркурий в соединении с Солнцем в квадрате к Урану. Это очень напряженные аспекты. 18 и 19 еще и полнолуние. То есть поэтому в воскресенье тут давление будет подниматься. И в плане отношений может быть давление, и в плане здоровья тоже. Конечно же, уделите себе внимание. Если у кого-то, допустим, Уран у нас влияет на давление, ретро-Меркурий рассеянность может давать, путание мыслей, вообще может давать хаотичность. Вот такая комбинация и большой дискомфорт. Поэтому это не день для принятия решений. Здесь будет много эмоций. Это день, в который нужно подумать, что нужно исправить, от чего освободиться. Так как по полнолунию дальше и ретро-Меркурию у нас будет 2 недели убывающей Луны по ретро-Меркурию. Как раз самое время исправить что-то, что сделали в прошлом или не доделали. Или, может быть, воскресить какие-либо проекты, попробовать заново. Но не 18 и не 19 августа, конечно же. Здесь будет достаточно такое время, когда действительно нужно остановиться. Луна у нас уже перейдет в Водолей. Время здесь делает секстиль к узлу будущего, к кармическому и к прошлому. Поэтому самое время остановиться, пересмотреть свои дела, подумать о возможных исправлениях некоторых ситуаций. Не принимать решения, особенно на эмоциях. Вот все, что здесь будет на эмоциях, это будет, скорее всего, в негативном ключе. Что здесь может повторяться из прошлого? Вот любая какая-либо финансовая ситуация, либо выяснение отношений, особенно из-за финансовой какой-либо ситуации. Это ситуация, которая может быть повторяющейся, либо похожей на ту, которая могла у вас происходить в районе 21 июля на полнолуние. И следующее у нас такое полнолуние произойдет 7 сентября по ретро-Меркурию. Поэтому если у вас развивается какая-либо ситуация, либо конфликтная ситуация, либо финансовая ситуация, то здесь, конечно, может быть как такой ключевой момент в это полнолуние. И еще она может развиваться до 7 сентября. Здесь, если вы, допустим, допустили ошибки в прошлом, да, или 21 июля, то, конечно, вы их можете здесь исправить и получить результат на 7 сентября. Конечно, это воскресенье, и по возможности окружите себя любимыми друзьями, любимым общением, родными людьми, может быть. То есть все те люди, с кем у вас не конфликтные отношения, с кем у вас самые дружеские, теплые отношения, они наоборот поддержат в эти дни. Поэтому можете с вашими друзьями устроить какой-то совместный отдых, допустим. В то же время остается прекрасное время для изучения чего-либо, для того, чтобы находить какую-либо нужную информацию, для того, чтобы увидеть суть и глубь какой-либо ситуации, но не действовать. Да? То есть это день для отдыха и для того, чтобы разобраться в себе, либо провести его с любимыми людьми или друзьями. Возможно, в творческой обстановке, но обстановка должна быть очень мягкой, без спешки, без суеты. Поэтому какие-либо такие конкретные важные дела, конечно, на этот день, суббота, воскресенье, понедельник, лучше не планировать. Это буквально дни для того, чтобы разобраться, подумать или просто отдохнуть. Вот такая у нас неделя. И про полнолуние, конечно же, будет отдельное видео. Пока смотрите в ваших гороскопах на месяц. Также таро расклады тоже уже есть все на канале. Всех, кто смотрит мои видео, прошу, подписывайтесь и делитесь, пожалуйста, моими видео, для того, чтобы мой канал и я могли развиваться дальше. Буду всем очень-очень благодарна. Я желаю всем хорошего настроения и надеюсь, это видео было вам полезным. Желаю всем прекрасного настроения, самых лучших событий и хорошей недели. Обнимаю вас крепко. Люблю вас. Увидимся скоро с новыми видео. Пока-пока.